Запад продолжает загнивать, да хрен с ним, с этими долларами, евро, долой! Это взбодрит фондовый рынок России. Поезжайте на дачу, на огород, голые девки, ёпта, скажете, работаете, братья, и лижет, и целует. Большие рога выделяют самого большого мудака. Всем привет! Это воскресенье и новости на канале номер 1 про бизнес и деньги. И слава богу, эта неделя не была отмечена какими-то экстраординарными событиями типа марш несогласных, военные мятежи, девальвация, канцеляризация и так далее, а потому мы возрождаем нашу шикарную рубрику «Поехали». Новости из зоопарка. У пятнистого оленя в Ивановском зоопарке начали ветвиться рожки. Ветвиться рога начались, да? Растущие рожки очень слабые и уязвимые, их достаточно легко сломать. Пока они покрыты бархатистой кожицей, их могут спокойно атаковать даже комары, рассказали сотрудники зоосада. А затвердеют эти рожки, добавили сотрудники зоосада, когда достигнут своих предельных размеров — 80 сантиметров. Да? И уточнили, что рога нужны, чтобы привлечь самку и иметь возможность побороться за нее. Большие рога выделяют оленя из числа других потенциальных партнеров для самки. То есть все как у людей. Смотрите, большие рога выделяют самого большого мудака. Уплати налоги и спи спокойно. Федеральная налоговая служба будет автоматически списывать налоги со счетов граждан. Ты будешь спать спокойно теперь всегда. Ведомство на этой неделе прокомментировало новый порядок уплаты налогов. В налоговой службе пояснили, ведь раньше налогоплательщик должен был сам переводить деньги через сайт, банк, а теперь списания будут происходить без его участия. И если на счету недостаточно денег для уплаты налога, обязательства будут погашаться частично, значит, плательщика будут загонять в минус, ну и когда денежки будут появляться, они тут же будут отправляться в налоговую службу. Пока это все будет действовать с единого налогового счета. Да, с 1 января уже есть такое правило, а дальше налоговая инспекция планирует привязать этот единый налоговый счет каждого из гражданина к банковской карте и к вашим банковским счетам. Так что вам ни о чем не придется беспокоиться, налоговая служба спишет налоги сама. Более того, рассчитает, сама спишет, и вы только придете и удивитесь, ёпта, скажете, работаете, братья. И если у вас оказался на налоговом счету минус, вы знаете, что делать. Надо повышать свои доходы, повышать свою компетенцию, зарабатывать больше надо, а для того, чтобы это сделать, я и предлагаю вам легендарный курс «Предприми себя». И на этот раз курс, который стоит 100 тысяч, вам может достаться за 50 тысяч, потому что 50 тысяч я, Игорь Рыбаков, заплачу за вас. Представляете, когда такое было? И это не мой подарок, это моя инвестиция в ваше будущее. Итак, статистика такая: те, кто прошел этот курс, повышают свои доходы минимум на 20%. Минимум. Некоторые повысили свои доходы в 2 раза, некоторые в 3. Курс длится всего лишь несколько недель, и за это время у вас есть возможность полностью пересобрать свою жизнь. Ссылка будет здесь, и ссылка эта действует, знаете, до какого времени? Пока я не опубликую следующее видео. И если заказов будет слишком много, я опубликую это видео очень быстро, поэтому торопитесь. У тебя есть великий шанс потратить мои деньги на себя, на твое благосостояние, на твое процветание. Забери 50 тысяч рублей у Игоря Рыбакова. Легендарный курс «Предприми себя» ждет тебя. Ссылка под этим видео. Как вы знаете, некоторые иностранные компании сейчас уходят из России на волне вот этих вот санкций, рестрикций и так далее. Так вот, российские власти сформировали 10 новых условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. Итак, какие-то условия, какие-то требования, познакомлю вас с этим подробно. Итак, первое. Покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более 2 лет. Ведь раньше как было? Вроде они ушли, но подписали опцион бессрочный на выкуп бизнеса обратно. То есть ушли, но как бы и не ушли, да, в любой момент могут заскочить обратно. А теперь правительство говорит: нет, если опцион более 2 лет длится, это вне закона, значит нельзя. Это первая новация. Дальше. Если все-таки такое соглашение будет подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену. То есть, если подписано опцион на обратный выкуп, который длится более 2 лет, и если после этих 2 лет
тот иностранный, значит, владелец хочет вернуться, он должен будет заплатить за этот бизнес рыночную цену. То есть сейчас сделки идут, ну, по текущим ценам, они очень низкие, иногда даже за $1 там что-то продается, да, а тогда, когда он захочет этот опцион реализовать, придут оценщики, оценят, сколько же это стоит, и он заплатит реальную цену. Третья новация. Нужно будет разместить до 20% акций приобретаемого публичного акционерного общества на бирже. То есть тот, кому продали компанию входящих иностранцев, да, должен будет 20% разместить на бирже. Это сделано для того, чтобы биржа получила новых эмитентов, и, как сказала Набиуллина, это взбодрит фондовый рынок России. И еще одна новация: средства от продажи нельзя будет вывести за границу собственникам из недружественных стран. Далее есть еще там ряд новаций, перечислять их не буду. Вот эти, пожалуй, 4 самых главных новации о том, о чем важно знать бизнесменам, предпринимателям. Вот. Зачем все это делается? Источник ведомостей, близкий к правительству, рассказал, что логика в том, чтобы усложнить выход западных компаний, вот этих, которые уходят, да, из России. Они должны понимать, черт возьми, что теряют. Но, как вы понимаете, вот эти вот опционы на бессрочные возможности выкупить, они заключались для того, чтобы гарантированно иметь возможность вернуться после урегулирования отношений Запада и России. Теперь такой возможности не будет. Или нужно будет возвращаться по рыночной цене. Вот. Эти новации действительно повышают, ну, такой барьер выхода, да, и поэтому на самом деле интересно, да, вот вернутся ли Coca-Cola когда-то в России после урегулирования отношений. Ведь если они захотят вернуться, нужно будет инвестировать опять миллиарды долларов. Вот. Интересно, сколько компаний теперь, кто уже принял решение выйти, останутся, или, несмотря на это, все равно выйдут и так далее. Ну, могу сказать следующее, что это такие ответные зеркальные меры, потому как если посмотреть, что сейчас происходит у владельца Акрон в Польше, то там просто полный там беспредел происходит. И многие вот вещи, которые сейчас происходят с этими активами, ну, давайте так, они вообще вне правового поля. Поэтому давайте так, ключ ко всему — это следующее. Каждая страна, и Россия в частности, обязана инвестировать в свою промышленность сейчас. И основные инвесторы должны быть из России. То есть на самом деле национальное лобби должно как никогда осознать следующее, что никакого расчета на какие-то там иностранные инвестиции делать не нужно. То есть на самом деле технологии можно купить, заимствовать, там промышленный шпионаж есть и так далее, но все производства, все фабрики, которые нужны там для страны, надо строить самим. И либо строить кооперацию в международном там пространстве, но с учетом того, что если какие-то вот сложности стратегические, нужно будет восстановить свою промышленность. В общем-то, для России это было давно прописан такой сценарий, но вот китайцы делают этот сценарий. Россия пока его не очень делает, но я думаю, что правительство, в общем-то, сейчас оказалось в безвыходной ситуации, и следующие 20-30 лет промышленность России, ну, будет, в общем-то, полностью перевоссоздана. То есть произойдет так называемая, ну, новая индустриализация или индустриализация 3.0, как ее называют некоторые. Новости от ЧВК «Вагнер» и Евгении Пригожине есть в каждом выпуске новостных сообщений, и в этом тоже. Владимир Путин на этой неделе впервые рассказал о встрече с Евгением Пригожиным после мятежа и заявил, что ЧВК юридически не существует. Так с кем же тогда встречался президент? Короче, встреча с мятежниками 29 июня продлилась 3 часа. На ней было 35 командиров ЧВК «Вагнер» или бывший ЧВК «Вагнер», не понимаю сейчас пока. В общем, президент взял и предложил им продолжить сотрудничество, да. И рассказал, что многие кивали, когда я это говорил, это прямая речь, да. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав президента: нет, ребята не согласны с таким решением. В общем, ну, обычно считается, что если президент предлагает чего-то, то отказываться не принято. Здесь происходит какой-то такой разворот. Очень интересно. Мы не будем вдаваться ни в какие домыслы. Сегодня я вам расскажу об основных тезисах встречи президента с Евгением Пригожиным и с 35 командирами бывшей ЧВК «Вагнер». Итак, у президента вызывает сожаление, что рядовых бойцов «Вагнера», которые достойно воевали, втянули в мятеж. Что непонятно, сохранится ли ЧВК как боевая единица, ведь
По словам президента, юридически ЧВК «Вагнер» не существует, хотя группа есть. Итак, вот такие на сегодня факты. Мы кропотливо будем выстраивать из этих фактов фактологию, исходя из полного знания, а не исходя из каких-то вырванных из контекста фрагментов. Поэтому наберитесь терпения. Обычно на самом деле, что происходит, становится ясно чуть позже. Сегодня происходит очень много судачеств, таких рваных, вырванных из контекста, да, и так далее. Не поддавайтесь на это все. В общем, информационное поле будет всегда испещрено вот этими вот бахающими, такими взрывающими бомбами и заявлениями. И если будем реагировать на каждое из них, то будем раздерганы, и жизнь наша превратится вот в такую труху. Поэтому не надо. Гендиректор индийской компании взял и уволил 90% персонала и заменил их искусственным интеллектом. Дайте мне его контакты, я срочно хочу как-то так же делать. В итоге компания стала работать эффективнее. Дайте мне срочно контакт этого парня, я ему позвоню. Компания называется Дукан, занимается техподдержкой бизнесменов. Гендиректор и основатель этой компании заявляет, что теперь выплачивать отпускные зарплаты стало некому. Компания сократила расходы на поддержку клиентов на 85%. Видимо, 15% это то, что зарплата вот этого основателя, директора и разработчиков, которые настраивают искусственный интеллект. Клиенты перестали ждать, пока им ответит живой оператор. Ну да. Чат-бот отвечает на запросы мгновенно. Сократилось количество времени, затрачиваемое на решение вопроса клиента, и еще там целый ряд преимуществ. Ну, в общем-то, да. Когда первые сообщения про чат GPT были, все такие, ну да, там что там опять придумали, наверное, будет как с Цукербергом, с этими VR-ами, фигня там всякая, да, вы же знаете, да, сейчас VR там хана, этот рынок просто все загнулся. Нет, оказалось, что чат GPT отличная штука, она позволяет так быстро изготавливать статьи, сообщения, посты и так далее, а в умелых руках чат-бот GPT вообще становится просто супероружием, расширяющим твой интеллект. Экспоненциальные технологии рулят. Предпринимательское мышление в основе каждого успешного человека. Вот если это все для тебя, если ты всего этого хочешь, то я приглашаю тебя стать студентом магистратуры школы Игоря Рыбакова на физтехе. Да-да, я как выпускник физтеха открыл магистратуру школы Игоря Рыбакова на физтехе. Предпринимательская магистратура. Это впервые в России, когда ведущий STEM университет физтех заимел предпринимательскую магистратуру. Академическая рамка традиционная сжата до 20% времени. 80% это воркшопы с практиками бизнеса и предпринимательства. Это проекты Life Change Experience, это вызовы, это участие в решении вызовов, практических вызовов вместе с выдающимися практиками. Проходи по ссылке, подавай свою заявку, в отборе принимают участие очень много людей, поэтому наберись воли и характера для того, чтобы стать одним из избранных счастливчиков школы Игоря Рыбакова на физтехе. Я жду тебя, ссылка будет под этим видео. Минский тракторный завод постарался и представил на Иннопроме гоночный болид из деталей трактора. Короче, ладно, смеяться не надо. Презентационная модель на ходу, и она может разгоняться до скорости 320 километров в час. Понятно, да? И даже участвовать в Формула-1. Трактор, участвующий в Формуле-1, другим вот этим болидам не понравится, если на них наедет этот вот трактор. Короче, этот болид имеет переднюю маску от современной линейки трактора МТЗ. Что, 1 апреля, что ли? Ребят, реально. Беларусь Тракторс. Так, ладно, все детали заимствованы из наших тракторов. Даже по размеру колес понятно, что они не совсем для болида, но тем не менее мы смогли их адаптировать для гоночной машины. Молодцы, ребята, ну это творчество, и надо на выставках там, Иннопром или где-то, да, быть привлекательным. А как быть привлекательным? Я вам расскажу свою историю. Как Технониколь стал величайшей компанией. Ну мы же были маленьким, как клопик. И никто нас не видел, не замечал, и никто нас вот даже не знал, что мы есть. Понимаете, потребители, крупные корпорации, застройщики даже не знали о существовании Технониколь, пока однажды на самой большой выставке строительных материалов Мосбилд мы не построили гигантский стенд, на котором были голые девки
Мы просто хакнули весь этот Мосбилд, нигде не было людей, и все люди стояли на нашем стенде, и наши люди раздавали им листовки про компанию Технониколь. После этого у нас были взрывные продажи. Да, на второй день руководство этой Мосбилд запретило нам проводить эти перформансы. Так мы взяли и этих девчонок переместили в специально арендованный холл, и всем людям, которые продолжали ходить на наш стенд, как будто за питательной водой, за живой водой, да, мы отправляли туда, говорит, мы тут сняли неподалеку ангар, где продолжается величайшее перформанс-шоу. Так вот, выставка опустела. Выставка опустела, все ушли туда, к нам, в павильон, понимаете? Поэтому Минский тракторный завод, вы большие молодцы, что сделали вот такой гоночный болид из запчастей трактора. Вы сорвали занавес современности, вы просто привлекли внимание на инопроме к своему стенду, вы большие молодцы. Поэтому, ребят, все, кто хочет привлечь себе внимание, ну, сделать что-то экстраординарное. Пользуйтесь подходами Технониколь. И вообще, я вам так скажу, если вы строите дом, ремонтируете что-то и так далее, да, то, пожалуйста, вот вы в надежном положении, когда вы работаете с компанией Технониколь. И вообще непонятно, что с вами случится, если вы работаете с другими поставщиками строительных материалов. Вот вообще непонятно. Поэтому Технониколь, forever, ну вы уже поняли. Дедоларизация идет во всем мире, не так быстро, как многим бы хотелось бы, но идет. И вот как рыночные игроки участвуют вот в том, чтобы ускорить эту дедоларизацию. Например, банк Тинькофф увеличил комиссию за внесение на счет долларов и евро через банкоматы. Она может составлять теперь 5%, а может 10%. Вот новые правила будут 7 июля действовать, поэтому будьте осторожны. А раньше комиссия за внесение долларов и евро через банкоматы была 4%, а сейчас будет аж до 10%, поэтому будьте внимательны. Плюс к этому банк Тинькофф, например, ввел комиссии для хранения денег на своих счетах, валюты, там, долларов, евро и так далее. Вот. Ранее Райффайзенбанк, Росбанк, Уралсвип тоже вводили такие вот комиссии за работу с валютой, и за что они были резко раскритикованы Центральным банком, что типа это происходит без согласования Центральным банком. Однако я хочу подметить следующее. Издержки по операциям с валютой, долларов и евро для банков растут изо дня в день. Ну просто буквально замораживание остатков и так далее, вы знаете. Ведь банки же не имитируют доллары и евро, они держат эти валюты на корсчетах западных банков, а те могут в любой момент остановить операции, заблокировать и так далее. И что делать в этот момент, например, банку Тинькофф, если у него заблокировали на корсчету валюту, что делать клиенту Тинькофф банка? Клиент говорит, где мои баксы? Тот говорит, я не знаю. И возникает правовая коллизия. Банк Тинькофф или соответствующий банк должен, ну, как-то вот с этим клиентом урегулировать что-то. А как отрегулировать? Таким образом, банки как бы собирают дополнительные платежи комиссионные, да, с тех, кто продолжает операции с валютой, для того, чтобы, попав в затруднительное положение, ну, иметь ресурсы для урегулирования этого. Я считаю, здесь банки ведут себя очень по-предпринимательски и правильно. В общем, кто занимается с валютой, знает, как нелегко тем, кто делает операции с валютой, да, странная есть такая ситуация, да, как нелегко тем, кто вот делает операции с валютой, как будто нонсенс. Но это так, издержки резко выросли на переводы, на транзакции, у кого-то зависают платежи или замедляются, да, у кого-то, я вот знаю, недавно 5 миллионов долларов вот заблокировали, и что с ними сейчас будет происходить, непонятно, да, это у корпорации одной, но, знаете, у одного 5 миллионов долларов заблокировали, у него проблема, а у другого 100 долларов зависло, и тоже проблема. Короче, сейчас вот на этом вот трансграничных рынках, конечно, беда, большая беда. Поэтому, в принципе, как на это следует отвечать? Да, ребят, на самом деле, живите в рублевой зоне. Поезжайте на дачу, на огород, на Алтай, на Байкал. Слушайте, столько мест прекрасных в России, туризм в России нарастает. Я очень люблю, например, Суздаль. Кто реально хочет отдохнуть всей семьей, поезжайте в Суздаль, проведите несколько дней в Суздале, вы получите такое удовольствие, которого ни в одной Турции, ни на одних Мальдивах вы никогда не получите. Да? Поэтому, друзья мои, да хрен с ним, с этими долларами, евро, с этими увеличивающимися транзакциями, да. Не этим живет человек. Человек живет отношениями, душой, сердцем, делами, детишками, образованием, детские садики, школы, университеты. Поэтому, друзья мои,
Ну вот смотрю я на эти увеличивающиеся комиссии, суета-сует. Да? Всегда есть что-то гораздо более важное, чем увеличивающиеся тарифы на перевод долларов и евро. Ведь правда? Гильдия актеров США объявила первую за 40 лет масштабную забастовку. Забастовка затронет 160 тысяч членов профсоюза актеров кино, телевидения. Они не будут сниматься в кино, сериалах, участвовать в шоу, озвучивать ленты, в общем, не выйдут на работу. Условия профсоюза простые, понятны каждому гражданину, каждому человеку. Вот тебе точно будет понятно. Да, повышение заработной платы и пересмотр правил кастингов и ограничений в использовании искусственного интеллекта. Ну, в общем, вполне такие, да, понятные требования. Короче, в момент, когда объявили о забастовке, в Лондоне как раз представляли фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», и в знак солидарности звезды Мэтт Дэймон, Сэмон Малик, Флоренс Пью покинули премьеру, а Нолан посчитал, что премьера вообще сорвана. Вот, понимаете, какой резонанс? Короче, в США уже третий месяц, например, идет забастовка гильдии сценаристов. В Голливуде откладывают съемки даже самых кассовых проектов и все так. В общем, Запад продолжает загнивать, гниет, пахнет, процветает. Этот вечно загнивающий Запад, мне кажется, очень какая-то вот плодородная почва для всего, что там вот прорастает. И для всякой гадости, всякой, которая оттуда вылезает, и для всякой прекрасности, которая оттуда вылезает. И так далее. Поэтому больше разных забастовок, в конце концов, через кризисы эволюция человечества развивается. Поэтому даешь больше забастовок, больше несогласия с тем, как сложившийся порядок вещей убивает нашу живую жизнь, приводит нас вот этому тюрьме и рабству одно и того же. Когда день сурка становится вот неотъемлемой частью нашей серости и будничности, и мы умираем, и так далее. Долой! Долой! Поэтому я поддерживаю, значит, актеров в США и гильдию сценаристов тоже поддерживаю. Вообще поддерживаю всех тех, кто не согласен. А вот тех, кто вечно соглашается и лижет, и целует, и говорит: все, я только согласен, не трогайте меня, ну я так скажу, этот подход всегда ведет нас к чему? К будничности, посредственности, к рабству, кстати, к феодализму, к скрепам, к закреплению того, что не актуально. И единственный, кто может преодолеть все это, вот это все, предприниматель. И именно предприниматель, человек, который убирает устаревшее и заменяет его актуальным. Я просто хочу понять, сколько на моем канале предпринимателей и бизнесменов. Напишите мне, дайте сигнал, если вы являетесь предпринимателем или считаете себя предпринимателем по жизни. Вполне возможно, что 2,5 миллиона людей, которые смотрят на моем канале, все напишут, что я предприниматель, и я буду гордиться тем, что ты чувствуешь себя предпринимателем по жизни, а не каким-то терпилоидом. Компания Apple — одна из наиболее известных религиозных организаций. Учение Apple о том, как подсадить миллиарды людей на пользование техникой и платить безумные просто вот деньги за неплохие сервисы, но при этом с придыханием, с каким-то вот прям с ощущением, что нет ничего лучше, да. Вот это вот реально все признаки вот такой вот секты, такой вот религии. Так вот, религия Apple посягнула на самое сокровенное. Теперь гаджеты Apple в операционной системе iOS 17 смогут имитировать голос владельца. То есть на самом деле это практически заход на территорию, которой никогда не было. То есть всегда можно было по голосу, да, опознать владельца. Реальный живой человек говорит или нет. Так вот, понимаете, до чего дошел искусственный интеллект и все эти вот гаджеты и все эти религии. То есть на самом деле уже не важно, будете это вы или не вы, но некий текст, который обладает симптомами вас, да, его озвучивает за вас ваш гаджет, и это как бы вы. То есть ваш вот этот вот голос может разговаривать с вашей женой, с вашими детьми, с вашими там, не знаю, товарищами и так далее. Поэтому, друзья мои, к концу лета полноценная версия iOS 17, да, станет доступна пользователям. Набрасываемся, тестируем, ведь это прекрасная возможность, запрограммировав определенный текст, например: да, любимая, я здесь, я скоро буду, да, а самому заниматься в это время там, делать какую-то ответственную задачу на работе, да, или еще что-то, да. Поэтому
Сколько удивительных событий ждет нас, когда iOS 17 подарит нам вот такую возможность стереть грань между ты, не ты, физическое существование или виртуальное и так далее. Друзья мои, все, что не выходит в мире новенького, да, является либо моей способностью расширить мою влиятельность, либо оно является тем, что подавит меня и превратит в червяка. Я выбираю первое. А что выбираешь ты? Я надеюсь, что те, кто подписан на канал #1 про бизнес и деньги, вместе со мной и будут работать над пунктом 1. Именно поэтому я буду вооружать тебя всеми знаниями, всеми практиками, необходимыми для того, чтобы быть наверху. Я для тех, кто хочет оказаться над жизнью. Я для тех, через кого жизнь течет. Я не для тех, кого жизнь подавляет. Поэтому, друзья мои, я с вами. Смотрите мои выпуски и давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому места просто не останется.